Привет! Добро пожаловать! Это видео на медленном русском. Если вам нужны субтитры, включите их здесь. Сегодня я говорю о Евровидении. Евровидение – это конкурс песен, в котором участвуют страны Европейского Союза и некоторые другие страны. У нас есть другое слово с похожим смыслом – соревнования. Мы используем слово «соревнование», когда говорим о спорте. Например, соревнования по плаванию, соревнования по теннису. Когда мы говорим о творчестве, искусстве, знаниях, мы используем слово «конкурс». Например, конкурс песен, конкурс красоты, конкурс стихов. Итак, Евровидение – это конкурс песен, то есть участники должны петь. Песня – существительное, петь – глагол. Теперь посмотрим на слово «участник». Участник – это существительное. Так мы называем человека. Если вам важно подчеркнуть, что участник – женщина, можно использовать слово «участница». Глагол «участвовать» или «принимать участие». Не очень сложно запомнить эти глаголы, если вы знаете слово «часть». Участвовать, принимать участие, то есть быть частью этого конкурса. Итак, участники конкурса Евровидения из разных стран. От каждой страны один участник. Этот участник представляет свою страну на конкурсе. Он представитель. Как вы знаете, в странах Европейского Союза говорят на разных языках, но официальные языки конкурса английский и французский. То есть обычно ведущие этого мероприятия говорят на английском и французском. Но участники могут петь на любом языке. Я большая фанатка этого конкурса. Я смотрю его с детства. И конечно, я заметила, что в последние годы участники все чаще и чаще поют песни на своем родном языке. Мне нравится эта тенденция, потому что это возможность услышать другой язык, услышать традиционные музыкальные инструменты, узнать больше о другой культуре. Какие еще есть требования к песне? То есть, какой должна быть песня? Песня должна быть новой. Обычно песню специально пишут к этому мероприятию. Часто авторы песен из одной страны пишут для участника из другой страны. Это не запрещено. Также песня должна быть не дольше 3 минут, но не короче 2 минут. Теперь поговорим о требованиях к певцу, к участнику. Он должен быть старше 16 лет.
для детей и подростков есть детское Евровидение. Также участник может представлять какую-то страну на Евровидении, даже если он не гражданин этой страны. То есть, например, певец живет и занимается творчеством в одной стране, но у него нет паспорта этой страны. Он может поехать на Евровидение и там представлять эту страну. Обычно каждая страна проводит свое шоу, на котором выбирает, кто же поедет на Евровидение. И один человек может участвовать в конкурсе несколько раз. Это ежегодный конкурс, то есть этот конкурс проходит каждый год. Или, если говорить другими словами, один раз в год. Конкурс состоит из 2 полуфиналов и финала. И полуфиналы и финал проходят в прямом эфире. И участники поют вживую, то есть они не используют фонограмму и записанный голос. Это правило. Также на сцене может находиться не более 6 человек. То есть, если вы хотите петь и чтобы вокруг вас было 10 человек под танцовки, так не получится. Если вы музыкальная группа и вас больше, чем 6 человек, вы не сможете участвовать в конкурсе. И, конечно, финал – это самое главное шоу. Участники выступают под своим номером. Между выступлениями участников есть паузы, потому что нужно подготовить сцену. И в это время ведущие мероприятия устраивают какой-то интерактив с участниками, которые уже выступили или еще будут выступать, или с гостями, например. Поэтому ведущие обычно опытные. Они могут не только следовать сценарию, но и импровизировать. Как же выбирается победитель? С помощью голосования. Голосование существительное, голосовать глагол. Возможно, вы знаете слово голос. Голосовать значит отдавать свой голос за кого-то. Система голосования менялась много раз, и всегда она критикуется. Сейчас система такая. В полуфиналах голосуют только телезрители, а вот в финале голосует профессиональное жюри от каждой страны и телезрители. То есть участник получает 2 набора баллов. Когда объявляют финальные баллы, сначала мы видим баллы от жюри, а потом объявляют баллы от телезрителей. Баллы ставятся по системе от 1 до 12 баллов. Во время финала мы видим, как голосует каждая страна. И к прямому эфиру подключается представитель этой страны и объявляет, как проголосовало профессиональное жюри страны. Но, конечно, самое важное – это баллы телезрителей, потому что часто
их выбор не совпадает с выбором жюри, и интрига сохраняется до конца. Что получает победитель? Победитель получает хрустальный микрофон и звание победителя и мировую известность. Например, сейчас уже все, я думаю, знают группу Måneskin, о которых раньше знал не весь мир. Но после победы на Евровидении о них узнали все. Ну и много других звезд, которые стали известными после их участия в Евровидении. Например, Абба и Селин Дион. Но мировую известность может получить не только победитель. Сегодня многие песни с Евровидения оказываются вирусными в ТикТоке и Инстаграме. И, конечно, все это монетизируется. Кроме хрустального микрофона, победитель также выигрывает для своей страны возможность организовывать конкурс в следующем году. И обычно конкурс проводится в столице, но не всегда. И особенно в последнее время страны выбирают не столицы. И есть прикол с израильской певицей Неттой. Каждый год она неправильно предсказывает город. Что еще интересного можно сказать об этом конкурсе? Есть такое понятие, как большая пятерка. В нее входят Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия. Это страны-организаторы этого конкурса. И поэтому участники от этих стран проходят в финал автоматически. Это иногда критикуется, как и много других вещей. Конечно, вокруг Евровидения много критики. В основном это критика системы голосования. А также многие называют этот конкурс политическим конкурсом. Я считаю, что невозможно игнорировать политические аспекты и ситуацию в мире, когда мы говорим о международном конкурсе. И для меня, конечно, это конкурс не о политике. Для меня это конкурс, на котором в условиях соревнования я вижу связь и дружбу между участниками, между странами. Потому что они все хотят победить, но также они все понимают, что другие участники тоже делают огромную работу для победы. Мне очень понравилось Евровидение в Турине, которое было совсем недавно. И мне понравилось именно это шоу из-за Мики. Он прекрасно провел шоу, говорил на разных языках и в конце исполнил свои хиты. И вот его исполнение песни Love Today показалось очень эмоциональным. В общем, я не рассматриваю это шоу как политическое. Да, доля политики в этом есть, но невозможно от нее избавиться. И для меня это шоу о разных культурах, разных языках, о хорошем вокале и интересных номерах.
Моя любимая песня с Евровидения — это «Молитва» Марии Шерифович, и я знаю слова этой песни наизусть, хотя я, конечно, не говорю на сербском. Второе место я бы поставила Джон Стирс «Répondez-moi», но эта песня была написана для Евровидения, но в тот год Евровидение отменили из-за коронавируса. Помните, был такой? Но я уверена, эта песня победила бы. Из представителей России мое любимое выступление — это выступление группы Тату. Дерзкое, провокационное, свежее. Также, может быть, многие помнят выступление Димы Билана. Я никогда не была его фанаткой, но его выступление с фигуристом и скрипачом тогда было очень оригинальным. И, конечно, последнее выступление России на Евровидении. Тогда Россию представляла певица Манижа с песней Russian Woman. Было много критики этой певицы внутри России. Было действительно много грязи, потому что Манижа российская певица, но она таджичка по национальности. И вот эти мелкие людишки говорили о том, как может таджичка петь о Russian Woman. Напоминаю, что в русском языке у нас есть слово «русский» и «российский». И в России живут не только русские, но и представители других национальностей. Но они россияне, у них есть российский паспорт. Пора уже научиться гордиться этим разнообразием национальностей внутри страны, а не травить кого-то. Травить — это значит булить. Ну и песня Russian Woman просто потрясающая. Она, наконец, показывает русскую или российскую женщину не как капризную, высокую блондинку, а как сильную личность, которая постоянно находится под давлением общества. По мнению общества, она все делает не так. Это совершенно не стереотипный, но правдивый взгляд на женщину из России. И если вам понравится это видео, в следующем видео я бы хотела поговорить об участниках Евровидения этого года. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Также смотрите другие мои видео на медленном русском. И если ваш уровень немного выше, слушайте наш подкаст на русском «Русский блин». Не забудьте поставить лайк. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.